Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Сегодня готовлю невероятный, просто волшебно вкусный кулич. Не забудьте сохранить рецепт и делитесь с друзьями. В миску наливаю теплое молоко, температура 35-38 градусов. Добавляю столовую ложку сахара, 35 грамм дрожжей. Перемешиваю, чтобы дрожжи растворились. Добавляю примерно 150 грамм муки. Должно получиться тесто примерно вот такой густоты. Накрываю миску полотенцем или пищевой пленкой и оставляю опару на 20-30 минут. Разбиваю 2 яйца. Добавляю 3 желтка. 250 грамм сахара, чайную ложку ванильного сахара или ванильного экстракта, щепотку соли. Все хорошо перемешиваю. С апельсина снимаю цедру и отжимаю сок. Мне нужно 50 мл апельсинового сока. К яйцам с сахаром добавляю апельсиновый сок и цедру. Перемешиваю. Тесто как раз подошло. Вливаю яйца с сахаром и апельсиновым соком в тесто. Хорошо перемешиваю. Постепенно добавляю примерно 650-700 грамм муки и замешиваю мягкое тесто. В процессе вымешивания понемногу добавляю 30 грамм растительного и 40 грамм сливочного масла. Пока тесто жидкое, вымешиваю его в миске. А затем перекладываю на стол и продолжаю замешивать на столе. Приготовь, поделись, подпишись. Тесто вымешиваю примерно 15 минут. Тесто для куличей должно получиться мягким, нежным и немного липнуть к рукам, но лишнюю муку лучше не добавляйте. Готовое тесто собираю в шар и кладу в миску. Накрываю миску полотенцем или пищевой пленкой и убираю в теплое место на 2,5-3 часа. Тесто должно увеличиться в объеме примерно в 3 раза. Пока подходит тесто, готовлю маковую начинку. В миску насыпаю 200 грамм мака, заливаю водой, перемешиваю и оставляю на 10 минут. Откидываю мак на сито, чтобы стекла вода. Перекладываю в кастрюлю и вливаю 700 мл воды или молока. Варю мак на слабом огне около 40 минут, периодически помешивая. Снимаю с огня, откидываю мак на сито или выкладываю на полотенце и оставляю минут на 15, чтобы удалить лишнюю влагу из мака.
Теперь добавляю 180 грамм сахара, чайную ложку ванильного сахара или ванильного экстракта. Все пробиваю блендером. Добавляю 300 грамм сливочного масла, хорошо перемешиваю. Маковая начинка готова. Как раз подошло тесто, обминаю. Делю тесто на 3 части. Накрываю полотенцем и оставляю на 5-10 минут. Немного посыпаю стол мукой и раскатываю каждую часть теста в тонкий пласт. Выкладываю третью часть маковой начинки и равномерно распределяю. Сворачиваю в рулет. Делаю надрез. И формирую кулич. Ставлю кулич в форму. На дно формы я кладу пергамент, а стенки смазываю маслом и посыпаю мукой. Формирую куличи из оставшегося теста. Оставляю куличи в теплом месте еще примерно на 1,5 часа. Перед выпечкой куличи можно смазать яйцом. Духовку разогреваю до температуры 170-180 градусов и выпекаю куличи примерно 25-30 минут до золотистого цвета. Чем крупнее куличи, тем дольше они будут печься. Готовность проверяю сухой деревянной палочкой, она должна выходить из середины кулича сухой, без следов теста. Куличи по этому рецепту получились просто фантастически вкусными. Этот рецепт стал нашим любимым, теперь буду готовить их на каждую Пасху. Обязательно приготовьте, друзья! И интересно узнать, вы уже когда-нибудь пробовали куличи с маком? Напишите в комментариях, мне очень интересны ваши вкусы. Друзья, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и обязательно поделитесь с друзьями. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. А также от души благодарю всех за теплые слова и комментарии. Я желаю вам светлой радостной Пасхи и приятного аппетита. А с вами была Олеся на канале Готовим дома. Скоро увидимся!